За добро утро сега ще пием кафе, което всички сте чували за него, прави се от акутата на ето тези животни. И мирише невероятно всъщност, преди малко помирисах. Его выпускают нелегально. А почему нелегально? Почему Потому что на границе с Вьетнамом вьетнамцы с нашей страны сделали маленькие фермы, чтобы не платить налоги. И выпускают эту штуку. Потом это неофициально поступает в продажу, где надо. Если это будет делаться официально, цена будет еще выше у него. А сколько это стоит? Не скажу. Ну скажи, пожалуйста. Ну, когда выключишь камеру. Серьезно? Да. Я потом запишу. Сколько? Да запишешь, да? Вот здесь насыпается кофе, видишь, туда. Потом сверху кладется вот эта штука. И наливаешь воды. Вода проходит через кофе и проваривается. Получается очень вкусный напиток. Но если ты будешь варить этот кофе, он теряет вкус. Все. Вкусно! Это он приготовил. Я только кофе заварил. Так, план готов. Это секретная карта, секретный документ. Здесь очень мелко написано сверху. Топ-секрет. 26 числа мы бомбим город. 27 числа мы бомбим водопад. А 28 числа я беру выходной сам у себя. Я тебе показываю всякие разные прикольные штуки. Супер, мы будем, наверное, есть какие-то странные вещи, да? Ну почему странные? Это нормальные вещи. Кузнечики, змеи, крокодилы, яйца понтекон. Да! Мы это будем кушать, это вкусно. Хорошо. Now Costa in Sihanoukville. And 29 he go on Siem Reap, and you need meet my friend from bus. Yeah. And after my friend start 1st of June from Siem Reap to Phnom Penh. Okay. It's very best, my friend. Yeah. Синус говори с един шофьор на тук-тук, който всъщност хората могат да наемат тук в Камбоджа. Той е нещо като мини тургайд. Когато моите родители бяха в Камбоджа, същия човек, Лъки, ги развеждаше. Hey Lucky, I don't know if you remember my parents when they were coming like some years ago. Well, I'm looking forward to meeting you. Thank you for everything. I'll see you soon. Lucky bro, bye-bye. Супер! О, так решаются великие дела. И в каком же году твои родители были у меня? В 14 году, по-моему. В 14-м, да? Вот, смотри, да? Ага. Вот, а вот и они, вот. Это только они приехали. Только вот с Лаки встречаем их. Да, супер. Вот. Манго, ты же любишь манго? Они мне привезли манго, я тогда в первый раз попробовал. И это мой любимый фрукт с тех пор. Это Лаки. Да. Это паб-стрит, которая находится в Сiem Reap. О, это звучит классно. Ты помнишь, что вот эту футболку делал мой друг, я тебе ее подарил, помнишь? Я ее ношу, она у меня здесь. Да, она еще есть? До дыр, да, она до дыр. Вау! Она была черной? Темно-серый, да. Да, это дизайн, все это делал мой очень хороший друг Стефан из Болгарии. Видно, что я ее носил с удовольствием, да? Угу. Я ее сейчас надену опять, и мы поедем в этой футболке. Супер. Расскажи, что это за место такое? Место, которое построил местный русский Николай Дорошенко, который живет дольше всех, наверное, в Сihanoukville. Вот. Он приехал с Узбекистана, он здесь собирает уникальные вещи со всего мира. И потом эти вещи, кто хочет, может покупать для себя. Вот такие мелочи прикольные, часы, например, смотри. Висячие часы, как у Сальвадора Дали. Вот. Здесь все эти вещи, они как бы интересны даже в плане просто посмотреть. Не обязательно ими обладать, а просто даже посмотреть. Вот монах, например, он на тебя смотрит и видит тебя внутри. 80 лет он уже сидит в летаргическом сне, и его подкармливают через вены специальным составом. Да. Ну как бы это наша бедная страна Камбоджа, понимаешь, да? Мы тут живем бедно вообще. Здесь есть, например, старые вещи. Вот, например, вон то.
или старый, или вон. Серьезная вещь, конечно, да? Внимание. Кассетный магнитофон. Вот. А вот это Колина машина. А эта коллекция из машины, это тоже его? Да. Същия този човек, който държи този магазин, всъщност има колекция от автомобили, които ние в момента разглеждаме. Это просто потрясающе красиво. Да. Этих машин было выпущено 1200 штук всего, вот этих красных. А это Кобра, мощность двигателя с 1000 лошадиных сил. 1000. Это 10 тысяч. Хорошо. 000. Окей. А эта машина моя ровесница, 57-го года. Очень красиво. Но она переделана, видишь, очень сильно. Но вот эти корветы, вот эти как машины, они типичные, но они интересные. Она если проедет по улице, мне все равно будет оборачиваться, правда? Это Бентли? Мазерати. Это Формула-1. Самая дорогая машина в коллекции, вот это вот. Называется Ford GT. Машина прототип. Ее цена $500 000. $500 000. Да. Я, кстати, хочу себе машину купить, но... Покупай. Любая машина здесь продается, кстати. Очень много машин продаются здесь. Это очень красивая машина. Заправочный люк, куда заливают бензин. Иди в эту машину. Не знаю. Думаю, что открывается один из вот этих. Что, все это открывается? Нет. Вот здесь нет. Ничего не вижу. Да? Да. Клево, да? Да. А това е покрива на същата сграда. Мисля, че тук има самолет. И това не е бутафорен самолет, а е съвсем истински самолет. А това е целият град Сианоквил. Интересно какъв огромен контраст между хората, които са доста бедните хмери, които вървят тук, и тези всичките коли за стотици хиляди долара, покрай които те току-що минаха. А ето как изглежда всичко наоколо в Камбоджа изобщо като цяло. Всички тези букулци. Здесь этот мусор, что везде просто здесь практически. Ты его замечаешь, а я нет. Ты не замечаешь мусор, да? Я живу Ты здесь. привык. Да. Мне показалось, тебе не понравилось у Володи, да, там? Нет, это все очень интересно. Да, ты дипломат, я знаю. Вот эти здания были построены буквально за полгода. Раньше здесь было красивое озеро и джунгли. Вот здесь было озеро, джунгли. Потом пришли машины, стали закапывать все это дело. И в итоге получилось маленький город китайский очередной. Это для китайцев строят, чтобы они здесь жили. Ну как твоя жизнь тебе здесь нравится? Ты счастлив здесь? Тут лучше. Чем в Владике? Чем в России, да. Я когда в Россию приезжаю, я галочки ставлю в календаре, когда я вернусь обратно. То есть для тебя это уже дом здесь, а не там? Да, я здесь живу. Это уже моя Камбоджа, мой король, мой город, моя страна, мое правительство. Мои косяки. Потому я так, наверное, и переживаю из-за того, что китайцы лезут в эту страну. А това е православная русская църква. Да. Почему она здесь? Ее построили русские люди, которые здесь живут. Да. Для того, чтобы было куда ходить молиться к Богу. Здесь живут много русских. Жило. Пока не пришли китайцы. Ага. Какво по-хубаво това да излезеш вечерта и да намериш нещо за ядене, което никога не си ял преди това. С някакъв човек, който е изключително вчен и нестандартен. Видим какво ще измислим сега. Това месо, което изглежда малко по-нормално, всъщност не е много по-нормално, защото се дъвче адски трудно и то е от зибо, тукачна версия на кравата. А този сос се прави всъщност от риба, която е престояла в земята година. Риба ферментируется в земле, в больших чанах. Она целый год бродит. Очень национальное блюдо, называется соус прохок. Да. Этот соус делается из мелкой рыбки. В каждой деревне свой процесс производства прохока. Им даже можно рассчитываться из одной деревни в другую, например. Прохока можно рассчитаться. Денежная валюта своего рода получается. Он очень вонючий, он очень противный. Ну, тухлая рыба. Ну, это прохок. Прохок, снять на!
Это яйца утки, переводится яйцо, утка, ребенок. 20 дней яйцо хранится, оплодотворенное яйцо лежит под уткой. Да. 21 день его достают. Ага. И кладут, варят. Вот. То есть внутри получается зародыш. Окей. Потом этот зародыш открывают, выпивают бульончик и съедают зародыш с перышками, с ушками, с ножками. И ты это хочешь есть? И ты это будешь есть? И я тоже, да? Да. Окей. Сначала мы того приготовим. Вот эта травка обязательная принадлежность любого яйца пантекон. Это лайм выжимается. Похоже на нормальное яйцо. Да. И на вкус тоже. Это все очень вкусно. Чеснок, что ли? Это чесночок, да, такой. Нам вообще с тобой не придется, видимо, целоваться пока. Это супер. Ты мне очень нравишься, но не как мужчина. Не как мужчина. Сука, я тебе не нравлюсь. Ах ты гад. Ты меня не любишь. Нет, наоборот, я тебя очень люблю. Я беру яйцо. Да. И обязательно его нужно вот так вот раскрыть. Окей. Вот здесь вот внутри бульончик. Внутри, собственно, утенок. Я его открыл немножечко и выпиваю бульончик. Паты-паты-патенцы. Песня про утенка, Да, про утенка, которого съел синус. Да. Теперь обязательно нужно положить немножечко этого приправы и скушать листик. Это трава растет на болотах, в речках, в лужах. Ну, классика с утенком, трава болотная. Если внимательно посмотреть, там видно ножки, хвостик, животик, клювик, может быть даже глазки. Ты хочешь, чтобы я это ел? Игнат, какого же хрена ты приезжал в Камбоджу? Мое счастливое лицо. А я чняна. Плохо, что быстро кончилось. А сейчас ты будешь то же самое делать. Окей. Изглежда нямам избор. Дано Свети Беар Грилс да ме закриля в това опасно начинание. Пантекон. Да. Опитвам се да не гледам вътре, всъщност може би трябва да гледам. Може би е честно да гледам вътре. Окей, малко го размърдвам. Виждам вътре някакви части от патето. И выпивать. Это же вкусно, это бульон. Има вкусно яйце. Это куриный бульон, утиный бульон. Листиком подчеркни вкус, выковыривай оттуда, собственно, утенка. Окей. Но не противно. Нет. Нет, не противно. Вау, это что ты достаешь? Лапки? Крылышки? Добре, че спря толкова, като не виждам какво се случва вътре в това яйце. Една идея по-добре, отколкото ако можех да го виждам. За съжаление, вече виждам краката на вот очень красиво. животно. Вот это очень на свет вынеси. О, здорово. Вот это что? Это яйцо? Ну-ка. Ну, вкусно. Идет дождь. Ты сидишь под дождем. Ты знаешь, это не самая любимая твоя вещь. еда. То есть ты съел сейчас безвинно убитого утенка и говоришь, что это не твоя еда. Нет, я думаю, что я больше утенков есть не буду. Ну этого доешь? Ну да, придется. Не выкидывай. Уплочено. Прелестно. А теперь ты будешь долго жевать. А что это такое? Это белок. Болтъкъл е твърд и е нещо като твърден гроб, да речем. Нещо такова се усеща. Виждаш, това е най-гадната част от всичко до сега. Ты уверен, что это нужно есть? Ну, мы же не можем это теперь уже не есть. Цыпленок уже не получится больше, правильно теперь? Ты же ему уже съел голову, ножки, да? Крылышки, животик. Ну спроси у него, цыпленок, как ты там себя чувствуешь? Ладно, не хочу спать. Ты хочешь съесть? Нет, давай съем. Давай. Чняйна. Вот странные люди. Вот посмотрите сами. Простое яйцо, да? Вот. Мы можем в любой момент взять из этого яйца, сделать яичницу. Проходит 20 дней, получается зародыш, потом получается цыпленок. И мы можем взять этого цыпленка и сделать еду из цыпленка, да? Но вот один день, 21 день, мы не можем почему-то это есть. Ведь это же условности, правильно? Это условность. То есть до 21 дня мы можем есть, после 21 дня уже живого цыпленка мы тоже можем есть. А в один день мы его почему-то не можем есть. Не смешно? Нет, ты очень хорошо это сказал. Я думаю, ты переведешь.
Тук в Камбоджа всъщност всички знаят името му и телефон наизуст и може просто да си получи почтата, като дойде и попита дали има почта за него. Ну, если тебя знают в лицо, да. А если вот даже сейчас попросят расписаться, но это не всегда делают. Когда большая посылка, просят расписаться. Видео? Да. Трам-пам, покажи открытку. Открытку покажи. Это вы ее видите последний раз, товарищи. Ее больше никто никогда не увидит. Потому что почта Камбоджи – это большой красный ящик. Все. Каждый месяц оттуда все выгребают и сжигают вот здесь во дворе.